Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске. В Украину нагрянули грозы, шквал и снегопады. Сход мощного селевого потока в Дагестане. В Японии продолжаются масштабные лесные пожары. Возвращение зимы в Грузии и на Камчатке, а также другие не менее интересные события. Украина оказалась в эпицентре столкновения воздушных масс, что привело к одновременному разгулу гроз, шквального ветра и аномальных снегопадов. Основной удар стихии в первые дни пришелся на Киев и столичный регион, где прошел ливень с крупным градом и шквалом, которые нанесли урон городской инфраструктуре. Отмечалось повреждение крыш и рекламных щитов. На местных стадионах обрушились защитные ограждения. В жилых кварталах зафиксированы многочисленные случаи падения веток и элементов конструкции на припаркованные автомобили. В это же время в Броварском и Бориспольском районах Киевской области наблюдалась пылевая буря. Тем временем восточные и центральные регионы страны внезапно накрыла полноценная зима. Жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей столкнулись с интенсивным выпадением снега, который ложился на уже распустившиеся деревья. Параллельно с этим западные области, в частности Ивано-Франковская, пострадали от ураганного ветра, который привел к массовым повреждениям электросетей. Без света остались жители более чем 100 населенных пунктов в 10 областях страны. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киевской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в ряде районов Кировоградщины, Сумщины, Полтавщины, Черкасской и Николаевской областей, где аварийные бригады перешли на усиленный режим работы для ликвидации последствий разгула непогоды. В высокогорном Цунтинском районе Республики Дагестан зафиксирован сход мощного селевого потока, ставший следствием затяжных ливней, которые терзают регион с конца марта. Инцидент произошел в субботу в районе селения Кидера. Грязекаменная масса, сошедшая с горных склонов, перекрыла участок местной автодороги, в результате чего один небольшой населенный пункт оказался временно отрезан от транспортного сообщения. Согласно оперативной информации спасательного ведомства, в результате стихийного бедствия никто не пострадал. Жилые постройки в Кидера также остались вне зоны поражения. Тем не менее, ситуация в районе остается напряженной. Из-за аномальных осадков почва перенасыщена влагой, что сохраняет высокую вероятность повторных сходов селей и оползней в Цунтинском, а также соседних Левашинском и Хунзахском районах. В префектуре Иваты на северо-востоке Японии уже 5-е сутки продолжаются масштабные лесные пожары, которые охватили территорию площадью более 1176 гектаров. Основной очаг возгорания сосредоточен в горной местности поселка Оцути. Ситуация остается критической из-за установившейся сухой погоды и порывистого ветра, который способствует быстрому распространению пламени в сторону жилых кварталов. Власти эвакуировали 3233 человека, что составляет почти треть всего населения поселка. В Оцути для пострадавших развернуты пункты временного размещения, однако один из них пришлось экстренно закрыть и перевести людей в другое место из-за опасной близости огня. На данный момент подтверждено уничтожение 8 зданий, однако благодаря своевременным мерам безопасности информации о погибших или пропавших без вести не поступало. Железнодорожная компания Sanriku Railway была вынуждена частично приостановить движение поездов на участке между станциями Камаиси и Иваты-Фунакоси. Этот пожар уже признан одним из крупнейших в истории страны, уступая по площади выгоревших лесов лишь катастрофическому возгоранию во Фунато годом ранее. В высокогорном регионе Рача, на западе Грузии, прошел интенсивный снегопад, укрывший населенные пункты плотным снежным покровом. Нетипичное для середины весны похолодание привело к временным заторам на дорогах и затруднило сообщение с отдаленными горными селами. По данным синоптиков, в то время как в низинных районах страны уже установилась весенняя погода с температурой до плюс 20 градусов Цельсия, высокогорье остается зоной резких климатических изменений, где снегопады возможны вплоть до конца апреля. Муниципальные службы переведены в усиленный режим. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок через перевалы без специального оборудования.
Местные жители отмечают редкость подобных явлений в это время года, хотя старожилы подчеркивают, что такая затяжная зима в горах иногда предшествует аномально жаркому лету. В рабочем поселке Быково Волгоградской области штормовой ветер, бушевавший в регионе накануне, запустил цепочку случайностей, в которую сложно было бы поверить, если бы не видео с камер наблюдения. Белая «Шкода Фабия» под давлением ветра сорвалась с места и выкатилась на дорогу. Чтобы не врезаться в нее, водителю Приоры пришлось притормозить. И тут же на его авто рухнула кровля, снесенная ветром с соседнего дома. Больше всего в кадре повезло мужчине, который перешел дорогу буквально за пару секунд до падения крыши здания. Он бы так легко, как водитель Приоры, не отделался бы. В пятницу на ежегодной Севильской ярмарке в Испании произошел серьезный инцидент на экстремальном аттракционе «Катапульте» под названием Steel Max, расположенном в зоне развлечений «Улица Ада». Во время запуска капсулы с людьми, когда она находилась на высоте, у устройства оборвался один из удерживающих тросов. В результате капсула начала хаотично раскачиваться и ударилась об одну из опор. Пострадали 4 человека. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести и были осмотрены медиками. В настоящее время полиция проводит расследование для установления точных причин произошедшего. Последние выходные апреля на Камчатке начались с возвращения зимы. Полуостров накрыл циклон, принесший с собой снегопад и штормовой ветер. По сообщениям метеорологов, непогода была вызвана активным атмосферным вихрем, который начал оказывать влияние на южные районы края еще с вечера 22 апреля. В Петропавловске-Камчатском, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах наблюдались осадки в виде мокрого снега, которые сопровождались усилением восточного ветра, создавая на дорогах сложную обстановку и сильную гололедицу. В прибрежных акваториях наблюдалось волнение моря высотой до 8-9 метров в Беринговом проливе и у берегов Алюторского района. Несмотря на то, что к концу апреля жители региона обычно ожидают потепления, этот год продолжает бить климатические рекорды. Зима 2026 года уже была признана самой снежной за последние 60 лет. В ночь на 24 апреля в поселении Тандабари, расположенном в индийском штате Джарханд, из-за масштабного проседания грунта обрушилось и ушло под землю более 20 жилых домов. Инцидент сопровождался громким гулом, после чего почва внезапно просела на глубину около 4,5-6 метров. Большинство жителей находились в своих домах и готовились ко сну, что вызвало массовую панику. Люди выбегали на улицу, спасая детей и стариков. В результате происшествия пострадали как минимум 4 человека, один из которых был госпитализирован в критическом состоянии. Местные жители связывают трагедию с деятельностью угольной компании Bharat Coking Coal Limited и участившимися случаями незаконной добычи угля в этом районе, из-за чего под жилыми массивами образовались пустоты. Это уже 3-й подобный случай в Тандабаре за последний месяц. В Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий масштабного выброса нефтепродуктов, вызванного повреждением инфраструктуры морского терминала. Ситуация осложнилась проливными дождями, которые привели к подъему уровня воды в реке Туапсе и прорыву боновых заграждений, в результате чего мазут попал в акваторию Черного моря. Город столкнулся также с черными дождями. Смесь пепла и нефтепродуктов из горящих резервуаров осела на фасадах и крышах домов, превратив городские пейзажи в зону экологического бедствия. Автовладельцы оказались в наиболее сложном положении. Их машины покрылись плотным слоем вязкого битума, который невозможно смыть обычными средствами. Экологи выражают серьезную обеспокоенность состоянием местной флоры и фауны. На лапах бездомных животных видны черные следы мазута, а жителям частного сектора еще только предстоит оценить ущерб, причиненный сажей и токсичными осадками, их огородам и декоративным насаждениям.
Весенний шторм, обрушившийся на канадскую провинцию Альберта, принес с собой порывы ветра до 90 км в час и обильные снегопады, наиболее сильно ударив по северным и центральным районам. На некоторых участках выпало до 50 сантиметров снега, что в сочетании с ураганным ветром создало условия полной нулевой видимости. Серьезно обострилась ситуация на дорогах. Около 300 автомобилей оказались заблокированы в снежном плену на всю ночь. Муниципалитет Вуд-Баффало организовал экстренную помощь, направив к застрявшим водителям автобусы с едой, водой и медикаментами. Параллельно со снегопадом на севере в городе Пис-Ривер был объявлен чрезвычайный режим из-за угрозы наводнения. Ледяные заторы на реке Харт в сочетании с резким притоком талых вод создали риск затопления центральных кварталов. Синоптики отмечают, что нынешний апрель в Альберте стал аномально снежным. В субботу Саудовскую Аравию продолжил терзать мощный погодный фронт, который принес экстремальные осадки в северные и центральные регионы королевства. На трассе Арар-Турайф прошел беспрецедентный шторм с градом, в результате которого пустынное шоссе полностью скрылось под толстым слоем ледяных шаров, создав иллюзию зимнего снегопада. Аналогичная ситуация сложилась в провинции Хаиль, где интенсивный град сопровождался сильными порывами ветра и грозами. Тем временем в провинции Эр-Рияд была зафиксирована массивная суперячейка, редкое для этого региона облачное образование, характеризующееся вращающимся восходящим потоком. Последствия прохождения этой суперячейки в столичном регионе и окрестностях, таких как Эд-Давадми и Афиф, проявились в виде проливных дождей, вызвавших локальное наводнение, и выпадения крупного града, который повредил автомобили и постройки. Город Куньмин и прилегающие районы провинции Юннань накрыл очередной град, вызванный мощным конвективным штормом. Ледяные снаряды размером с куриное яйцо повредили жилые дома, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Наиболее серьезный удар пришелся на уезд Сунмин, где зафиксированы травмы у 2 человек, госпитализированных после обрушения 2 построек, и повреждения более 2400 гектаров посевов и теплиц. Очевидцы сообщали, что на скоростных магистралях слой льда достиг 15 сантиметров всего за 10 минут, что привело к массовым заторам и поломкам транспортных средств. Международный аэропорт Куньмин-Чансуй столкнулся с протечками крыши и подтоплением внутренних помещений. Кроме того, под ударом града оказались 113 самолетов, находившихся на стоянке. Для обеспечения безопасности полетов была начата масштабная техническая проверка лайнеров, что повлекло за собой массовые задержки и отмены рейсов. В регионе сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. На филиппинском острове Негрос в субботу была зафиксирована очередная серия выбросов пепла из кратера вулкана Канлаон. Наиболее заметное событие произошло утром, когда из вершины поднялся пепел на высоту около 300 метров. Всего за 24 часа на вулкане произошло 3 отдельных эпизода выброса пепла продолжительностью от 11 до 40 минут. Несмотря на то, что текущие выбросы считаются умеренными по сравнению с мощными извержениями в феврале и марте текущего года, когда столбы пепла достигали высоты 5 километров, эксперты предупреждают о сохраняющейся нестабильности. На данный момент для Канлаона действует 2-й уровень тревоги. Власти напоминают местным жителям и туристам о строгом запрете на вход в 4-километровую постоянную опасную зону. В ночь на субботу жители прибрежного города Винья-дель-Мар и соседнего Валь-Параиса наблюдали пролет крупного метеора, который яркой вспышкой осветил ночное небо на несколько секунд. Вспышка была настолько мощной, что ее зафиксировали многочисленные камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы по всему региону Валь-Параиса. По данным чилийских астрономических сообществ, объект вошел в плотные слои атмосферы на высокой скорости и полностью сгорел, не достигнув поверхности Земли. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова.
Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.